Вода на Марсе была, и в НАСА поняли, куда она делась. В этом выпуске мы расскажем вам об этом. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Сейчас вот на Марсе и маковой росинки не сыскать. Марс сейчас сух. Однако ученые не сомневаются, когда-то он был полон воды. На это указывают геологические данные, а главное рельеф, который сохранил следы древних рек, озер, морей и океанов. Куда делись все эти водоемы? Одна часть воды замерзла, другая, как принято считать, улетучилась в космос. Исследователи из лаборатории реактивного движения НАСА и Калифорнийского технологического института уверяют, есть еще вода, неучтенная современными гипотезами. Та, которая просочилась в марсианские недра и теперь хранится в минералах. Воды этой якобы очень много. Ею можно было бы наполнить половину Атлантического океана Земли. О существовании скрытых запасов свидетельствовали результаты анализов химического состава атмосферы и грунта Марса. Соотношение в них водорода и более тяжелого его изотопа дейтерия, который в силу своего веса лучше удерживается гравитацией, указывает на то, что представление о количестве воды, испарившейся и унесенной в космос в результате так называемого атмосферного выброса, сильно преувеличены. Ученые, которыми руководила Ева Шеллер, прикинули объем всей воды, изначально находившейся на Марсе, и пришли к выводу, что ею можно было бы залить поверхность планеты слоем толщиной от 100 метров до 1,5 километров. Таким образом, вполне вероятно, что 3,7-4,1 миллиардов лет назад, в мокрую эпоху Ноя, Марс выглядел эдаким Солярисом, сплошь покрытым водой. Но какие события привели к тому, что планета пересохла уже 3 миллиарда лет назад? Пока не ясно. Но, как полагает Ева Шеллер и ее коллега из НАСА, к тому времени марсианские минералы могли впитать от 30 до 99% местной воды. Кстати, похоже, что Марс и в самом деле был очень мокрым. Когда-то, как минимум один раз, по Марсу текли невероятно бурные и мощные потоки воды. О былом наводнении, настоящем всемирном потопе марсианского масштаба, свидетельствуют снимки, которые передает на Землю марсоход любопытства Mars Science Laboratory Curiosity. Исследователи из 3 университетов Джексона, Корнеллского и Гавайского углядели на них ряды 10-метровых складок из гравия и посчитали их антидюнами, гребнями, которые появляются в донных частях быстро текущих потоках воды. При этом расстояние между гребнями указывало на то, что их образовали потоки глубиной не менее 24 метров, которые текли по Марсу со скоростью более 10 метров в секунду. Не факт, конечно, что Марс впитал всю свою воду. Немалая ее часть все-таки могла остаться на поверхности и в замороженном виде. Но каково соотношение внутренней и наружной воды, пока остается лишь гадать. Еще несколько лет назад на 39-й конференции наук о Луне и планетах, которая проходила в Хьюстоне, ученые НАСА обнародовали результаты измерений, приведенных с помощью радара ШАРАД. И они свидетельствовали, что поверхность Марса даже в средних его широтах покрыта слоем льда толщиной в несколько сотен метров. И лед этот водяной. Исследователи из Университета Аризоны уверяли, что водяной лед может находиться под марсианскими песками на площади от 1/3 до половины всей поверхности планеты. Глубина залегания при этом от нескольких метров до нескольких сантиметров. Открытие американцев подкрепляет данные, полученные в свое время европейцами. Они сообщали, что радар их автоматической станции Марс-Экспресс обнаружил марсианскую Антарктиду, слой льда на Южном полюсе, толщина которого достигает почти 4 километров. И слой этот
на 90% состоит из замерзшей воды. Примерно столько же ее и на Северном полюсе соседней планеты, то есть нашей. Но самое удивительное, что запасы воды, по сути, аналогичные тем, внутренним, обнаруженным на Марсе, имеются и на Земле, в ее недрах на глубине в несколько сотен километров. Воды там огромное количество. От 10 до 20 тихих океанов. Тоже могла просочиться, как на Марсе. Хорошо, что не вся. И на этом мы заканчиваем данное видео про воду на Марсе. Подписывайтесь на наш канал, отправляйте это видео своим друзьям, оставляйте комментарии, ну а мы с вами не прощаемся. Пока-пока.